Всем приветики! Как ваше настроение? Надеюсь, все супер, ведь сегодня вас ожидает мега подборка из 50 оффлайновых игр, а потому сходу можете поставить лайк, чтобы не забыть об этом после. И да, некоторые игры платные, но в интернете можно найти бесплатные версии, имейте это в виду. Приятного просмотра! Не знаешь, где купить игровую валюту для любимой игры или продать свой аккаунт? Тогда тебе на playrock.com. Playrock.com — это маркетплейс игровых товаров и услуг с широким ассортиментом. От виртуальных предметов, пополнения Steam, игровых аккаунтов и до премиальной валюты. Все в одном месте. На сайте более 300 игр и приложений, которые уже купили сотни реальных пользователей, так как покупать здесь удобно, быстро и безопасно. Покупка происходит всего в пару кликов. Для начала нужно зарегистрироваться через ВКонтакте или Google, затем оплатить понравившийся товар банковской картой или Kiwi и в конце получить товар в чате с продавцом. Ничего сложного. Ну а также помимо покупки вы можете зарабатывать реальные деньги, продавая свои товары, аккаунты или услуги на сайте. Сотни тысяч игроков уже покупают товары в любимые игры через PlayRock. Рейтинг в 5 баллов и почти миллион отзывов, оставленных после покупок, не дадут соврать, так как покупать здесь выгодно и безопасно. Ведь playrock.com — это ваш надежный партнер в мире игр. Так что покупайте или продавайте игровые товары по выгодным ценам на playrock.com, ссылка есть в описании. 50 место — Dimo Reborn. Просто великолепная игра как для смартфонов, совместившая в себе как ритм-игру с очень приятными мотивами, так и трехмерную головоломку, где девочке нужно выбраться назад домой, для чего сперва нужно вырастить дерево, чтобы по нему подняться, а для этого нужно исследовать причудливый замок, попутно решая головоломки по типу The Room, чтобы найти новые ноты и мелодии, ведь дерево растет, когда ему играют. В общем, разработчики совместили несовместимое и получилось реально годно. Ну а после прохождения этой части можно окунуться во вторую со своей историей в анимешном стиле. 49 место — Forgotten Memories. Довольно старая игра, но которую переплюнуть на смартфоны еще никто не смог, ведь это некий аналог Resident Evil, только который ощущается не как плагиат, а как самостоятельная игра с детальными анимациями, интригующей историей и густой гнетущей атмосферой, особенно с движущимися манекенами, пока на них не смотришь, как в Докторе Кто. В общем, без преувеличения шедевр, в который на смартфоне стоит сыграть каждому, особенно если любите survival-хорроры. 48 место — Super Cat Tale 2. Продолжение весьма популярного пиксельного платформера у широкой аудитории, как за счет котиков, ведь их любят все, так и удобного отзывчивого управления, что для игры, где на карте то и дело встречаются ловушки, шипы и враги, очень важно. Для прохождения доступно более сотни уровней с множеством персонажей, открываемых по ходу прохождения, выполненных в пиксель-артном стиле, что смотрится крайне необычно. Кстати, если нравится такая графика, на канале есть отдельный топ с пиксельными играми, ссылка на него в описании. 47 место — Rally Horizon. И раз уж речь зашла о жанровых топах, которые уже есть на канале, еще советую взглянуть топ гонок, кому такое интересно, или сыграть в эту новинку, которая даже своим названием намекает, кем вдохновлялась. Ведь главная особенность игры, помимо детальной графики, это возможность отматывать время назад в случае какой-то неудачи, что происходит весьма часто, учитывая проработанные окружения и красивейшие пейзажи, на которые постоянно засматриваешься. От яркого сансета до заснеженных гор, где в камеру летят снежинки. И это даже не говоря о самых разных тачках с возможностями тюнинга и невероятным ощущением скорости. 46 место — Endling Extinction is Forever. Хотя я и говорил, что больше не буду вспоминать об этой игре, ведь в момент релиза довольно часто о ней рассказывал, все-таки в этом топе без нее просто никуда, ведь это великолепный платформер сразу по нескольким причинам. Как графическим, с уникальной цветовой палитрой и рисовкой, так и истории спасения одних из последних лисят на планете из-за уничтожения лесов, загрязнений рек и прочего. То есть это еще и экоактивная игра, но геймплейно предлагающая уникальный опыт как для смартфонов. 45 место — The First 3. Но первее трогательную историю лисы рассказывала эта игра, которой нужно было отыскать свою пропавшую семью, завуалированно намекая на смысл жизни и смерти с разными другими подтекстами. Хотя геймплейно это некий симулятор ходьбы, где всего-то нужно исследовать локации на предмет разных переходов в другие миры с уровнями или активностями, что может делать не так и увлекательно, как в прошлой игре, однако здесь тащит именно нарративная составляющая с грустной атмосферой, в которую стоит погрузиться. 44 место — Amnesia: The Dark Descent. Фанатский порт ПК-игры, который даже некоторое время провисел в Google Play за счет того, что для входа нужно было указать Steam с купленной лицензией или как-то так, в общем никак не предлагал пиратить.
Тем не менее, сейчас игру можно найти только в формате АПК, что убирает любые проверки, если вы хотите сыграть в настоящий хоррор, который пугает просто своей нагнетенной атмосферой, особенно когда за тобой кто-то бежит, а двери предательски не хотят открываться. В общем, классика, которую всем советую, ведь пугает она даже через экран смартфона, но играть лучше в наушниках. 43 место Alien Isolation. Еще одна платная игра, которую, как и говорил, можно найти бесплатно в интернете. Но уверен, все равно найдутся те, кто это промотают или не услышат, так что если что, объясняйте им это в комментариях. Так вот, это топовый хоррор про чужого на космической станции, куда прибывает главная героиня в поисках своей матери, но обнаруживает только обезумевших андроидов, устроивших сафари за персоналом станции, и самого метаморфа, от которого нужно прятаться по стелсу, проходя кампанию. 42 место The Journey of Grace. Вышла игра относительно недавно, а потому о ней мало где можно было услышать. Еще, возможно, и потому, что сам геймплей представляет собой симулятор ходьбы по пути к новой школе героини. Правда, путь этот пролегает через лес, горы, разные преграды и прочее, чего по идее быть не должно. Зато есть прикольная графика, некий сюжет с подачей через рисованные картинки и библейские мотивы с историей имени главной героини. В общем, нагородили много, но главное, что убить свободное время можно. 41 место Under Depths of Fear. Уверен, все смотрели один из самых кассовых фильмов в истории – «Титаник». Но что если драму превратить в хоррор? Получится эта игра, где на тонущем корабле за персонажем будет бегать огромный неубиваемый маньяк, как Немезис из Резидента, от которого нужно убегать и прятаться по узким лабиринтным коридорчикам, которые к тому же постепенно набирают воды, ведь корабль тонет, что создает дополнительно камерности происходящему и давит клаустрофобией, что на небольшом экране пускай и не пугает, но увлекает отлично. Кстати, еще одна крутая игра, которую я просто не могу не рассказать, это онлайн-РП. Да, она мультиплеерная, но эмоций дарит даже больше. Ведь здесь можно стать кем угодно, от законопослушного гражданина, грузчика, полицейского, мэра, или стать на обратную сторону закона, примкнув к бандитам, чтобы участвовать в войнах за территорию, за что в том числе можно попасть в тюрьму Алькатрас, где или мотать срок, или скосплеить побега Шоушенка с разными мини-играми, и это лишь малая часть того, что есть в игре, ведь развлекать призваны мини-игры, соревновательные гонки, различные скины вместе с реальными тачками и даже собственная недвижимость, купить которую на старте поможет мой бонус-код Феном, дающий 120 тысяч игровой валюты, чтобы начать еще бодрее. Поэтому зовите друзей или находите их на серверах игры, ведь онлайн большой. Я сам время от времени играю на втором сервере, так что если хотите сыграть вместе, скачивайте установщик по ссылке в описании, вводите никнейм и наслаждайтесь игрой. До встречи на втором сервере. 40 место The World Has Gone. Новинка в формате изометрического шутера, где нужно выживать в зомби-апокалипсисе. Казалось бы, ничего нового, если бы не система напарников, когда на задание, а игра строится по уровневой системе с выполнением поставленных задач, можно взять до 3 NPC. Управлять ими, конечно, нельзя, пока не пострадает основной герой, но при этом они отлично помогают в прохождении, прикрывая нас, находя полезные схроны на карте и так далее, хотя в геймплейном плане нужно просто красочно расстреливать зомби, что тем не менее увлекает. 39 место Keep Talking and Nobody Explodes. Хотя играю оффлайн, но для нее нужно минимум 2 игрока, а вообще даже лучше играть в компании. И на смартфоне, когда можно отвернуть экран от других игроков, это делать лучше всего. Хотя изначально игра вышла на ПК, где предполагалось играть через голосовой чат, что было удобно для карантина, но сейчас на смартфоне можно играть и в обычной жизни. Ведь один игрок должен обезвредить бомбу, слушая подсказки второго игрока или целой компании, у которых есть только текстовое руководство без визуализации бомбы. 38 место Ocean Horn. Это RPG с видом сверху в рисованной 3D-графике, с трогательной историей и интересным миром, который нам и предстоит исследовать. По своей сути, игра напоминает ролевку нулевых, с атмосферой, которая олдфага может быть знакома с детства, но при этом еще и напоминает небезызвестную Зельду. Правда, где нужно найти не принцессу, а ботяню, отправившегося однажды выбросить мусор, решая попутно интересные пространственные головоломки, сражаясь с врагами и открывая тайны, сокрытые несколькими островами, между которыми и предстоит путешествовать. 37 место Silly Walks. Весьма странная игра, где нужно управлять антропоморфной едой, что даже звучит необычно, а играется еще более удивительно. Ведь по сути это хардкорный таймкиллер, где сперва придется привыкать к необычному управлению, чтобы хоть как-то пройти первые уровни, а после вступить в схватку с другими живыми объектами на карте, что играется довольно весело, особенно когда нужно просто скоротать свободное время в вертикальном положении с управлением одним пальцем. 36 место Lego Bricktales.
Вселенная LEGO насчитывает множество разных игр, как по лицензиям других произведений, так и самостоятельные проекты по типу этой, которые концентрируются на главной особенности всего LEGO, а именно сборке различных конструкций из предложенных деталей, дабы помочь персонажу продвинуться дальше в своем путешествии. То есть, кому было мало физического LEGO в детстве, сейчас можно поностальгировать по нему виртуально. По крайней мере, у такого LEGO есть огромнейший плюс, на него нельзя наступить. Ставь лайк, если помнишь эту боль, когда наступал на LEGO. 35 место. Gris. Игра сходу цепляющая своим визуалом, а после не отпускающая за счет трогательного сюжета и проработанных механик, ведь является платформером в собственном мире грез главной героини, куда она спряталась от реальности, неосознанно наделив особыми силами свои страхи, с которыми предстоит сражаться, и не столько для победы, сколько для их преодоления, как сложности жизни. То есть игра даже пытается в символизм, особенно когда с прохождением меняются краски мира на более жизнерадостные и приятные. Короче, в целом шикарная игра для проведения досуга как на ПК, так и на смартфоне. 34 место. Super Hot Mobile. Кстати, раз уж вспомнили про порты с ПК, это еще одна, притом для кого-то даже культовая, так как за время своего существования игра посетила как ПК, так и консоли с VR и даже теперь смартфоны, где геймплей строится на замедлении времени, пока вы не движетесь, и наоборот, что позволит продумать стратегию, выбрать траекторию броска предметов для победы над врагом и только потом начать движение для прохождения уровня, что до сих пор играется крайне уникально. 33 место. Deer Simulator. Кстати, говоря об играх с ПК, может помните, когда-то давно была популярна у стримеров симулятор козла, который вытворял разную дичь на карте, что и забавляло. Так вот, это нечто похожее, только в роли подопечного лося, а точнее оленя. Кто знает, в чем разница, пишите в комментариях. В общем, это чисто угарная игра, где нужно летать на драконе, будучи лосем, строить мехов из других животных, бегать по городу в Т-позе, расстреливая все, что движется, и многое другое. В общем, вроде и дичь, но весело. 32 место. Suicide Squad Special Ops. А вот этой игры уже нет в Play Market, что странно, учитывая, что ее официально разработали как дополнение к фильму «Отряд самоубийц» сами Warner Bros., что компании делают довольно-таки часто, дабы срубить дополнительного баблишка с фанатов. И с визуальной точки зрения здесь все реально неплохо. Вид от первого лица, некий рисованный комиксный стиль, но геймплейно это обычная заруба против NPC на выносливость, то есть сколько удастся выдержать волн врагов за 3 разных персонажей, но как оффлайновое время-убивалка, почему бы и нет. 31 место. Principles. Вообще это скорее не столько игра, а технодемка, чтобы протестировать свой смартфон, выдавая картинку на уровне современных ПК с лучами света, высокой детализацией и разрушением окружения, что естественно потянут далеко не все смартфоны. Но тем не менее, то, что всего пару лет назад казалось невозможным, сейчас уже является реальностью, когда мобильные игры почти не уступают компьютерным, и то количество разных портов только доказывает это. 30 место. Lost Words Beyond the Page. Это уже платформер-головоломка, где предстоит управлять не только героиней, но и самим окружающим миром при помощи слов. Что идейно, мне, конечно, напомнило одну игру, однако геймплейно играется весьма уникально. Но даже это не главное, как по мне, важнее всего это сюжет. Правда, пока без локализации, так что приготовьтесь изучать английский, ведь оно того стоит. Что все вместе с артовой графикой дарит феерические эмоции, поэтому настоятельно рекомендую попробовать. 29 место. Raja and Ancient Epic. Как можно догадаться по названию, базируется игра на индийских легендах с аутентичным визуалом, и что порадовало слэшерной боевой системой, которая не только красочно анимирована, но и отзывчиво настроена. Настолько, что даже на сенсоре сражаться с врагами разных размеров весьма приятно. Ведь так уж получилось, что наша героиня избранная и может дать отпор демонам для защиты человечества, ну а в этом уже будем помогать ей мы, попутно наслаждаясь детализированной графикой и просто офигенными пейзажами. 28 место. Memoria Mobile. Не пугайтесь того, что это головоломка, ведь сломать мозг она точно не может, зато поможет приятнейшим образом провести время как за счет медитативного саундтрека, так и просто нереально сочной графики, в которой предстоит разгадывать загадки. Но по большей части они не сложные, а строятся на поиске и перетаскивании предметов, притом дабы даже это упростить, у нас есть сканер, чтобы долго не задерживаться на одной локации и продолжать исследовать интереснейшие заброшенные постройки. 27 место. Brothers: A Tale of Two Sons. Редкий на самом деле представитель игр, где нужно на одном устройстве играть вдвоем, ну или одному управлять сразу 2 персонажами, что делать не так-то и легко. Ведь пока один, например, отвлекает противника, другому нужно незаметно мимо него проскользнуть, вынуждая следить как за одним братом, так и за другим. Ведь они отправляются на поиски лечебного цветка для спасения своего отца, попутно наблюдая визуально сказочный мир, но который нарративно уж очень походит на реальный за счет грустных ситуаций. 26 место. Dust and Neon.
Фактически для входа в игру нужен интернет, но это на лицензии. В интернете есть, так сказать, оффлайновая версия без проверки подписки Netflix, ведь эту игру портировали именно они. Кстати, их игр в топе будет немало, так что каждый раз, чтобы не повторяться, имейте это в виду. Ну а сама игра является изометрическим шутером с камерой сверху, где нужно вручную перезаряжать оружие, устанавливая пули в барабан, используя в перестрелках разные ловушки с активностями, и все это в приятной графике и динамичным геймплеем. 25 место Descenders. Сложно было бы рассказывать о простом вращении педалей, если бы разработчики не поместили в свою игру помимо обычного спуска с горы на велосипеде разные трюки с видом как от первого, так и от третьего лица, что, кстати, даже можно кастомизировать, чтобы спуск был еще веселее, ведь и трассы предлагают от обычных наклонов до причудливых изгибов с горками, как в настоящем даунхилле, что подвержено реалистичным законам физики, а потому к управлению придется привыкнуть. 24 место Off-Road Adventure. Игр в подобном сеттинге огромное множество, вспомнить хотя бы Mad Runner, портированный с ПК, где не менее реалистичная физика, чем в прошлой игре, что позволяет проходить бездорожные трассы на самой разной технике с понижайкой, лебедкой и прочим, только с вялой динамикой в отличие от этой игры, где разные препятствия можно пролетать на ходах за счет гибкой подвески и вариативных машин, что может и не так реалистично, но зато более весело. 23 место Spire Inna's Tale. Еще один порт с ПК, но далеко не последний на сегодня. К тому же в формате демо-версии из 24 уровней, чего уже хватит на целый час очень насыщенной игры, где нас встречает приятная графика, проработанные звуки, платформенные механики и даже интересные головоломки. Вот только для установки придется скачивать АПК, ведь в TapTap, где она была доступна, видимо, тест уже закончился. Что, тем не менее, небольшая проблема при желании сыграть великолепную игру с приятной графикой и вариативными механиками. 22 место Truck and Burn Mobile. Аркадная гонка как будто бы из десятых годов с рисованной графикой, необычным управлением и раритетными тачками, которые по классике соревнуются за первенство в лидерстве на финише. То есть назвать игру какой-то уникальной точно нельзя, но все равно она цепляет своим визуалом и ненапряжным геймплеем, что подойдет, например, дабы сыграть пару заездов перед сном или просто скатать на лучшее время, правда пока только на iOS. 21 место Wobble Journey. Необычный платформер, где нужно, играя за некую одноглазую, не то слизь, не то пойми что, проходить трассы с препятствиями, уворачиваясь от шипов, лазеров и разных преград, чтобы собрать как можно больше звезд на карте и дойти до финишного портала, минуя врагов. То есть да, это весело, но что здесь уникального? А то, что мы можем видоизменять ландшафт, прыгая на нем, дабы продавить вниз, или под ним, чтобы поднять вверх, и тем самым добраться к крайне недоступным местам, что заставляет задуматься. 20 место 20 Minutes Till Dawn. Об этой игре я узнал благодаря топу на ПК, ведь это очередной порт, притом официальный, где нас просто высаживают на карту, а дальше выживай как хочешь против толп постоянно прибавляющихся врагов с механиками Bullet Hell. Благо и у нас есть пара пушек, которые по ходу сражения, а точнее после каждого уровня, можно прокачивать пассивными умениями, и чем дольше продержаться, тем больше прокачанный билд получится, что позволяет в экшоновом формате наваливать врагам в мрачной стилистике, но веселым геймплеем. 19 место PSP Gravity Moto Trials. И без того весьма популярная игра, но о которой не стыдно вспомнить, ведь на смартфонах вообще редко можно найти ту игру, которой спустя время хочется вернуться для перепрохождения. Но это как раз из таковых, являясь типичным мотокроссом на извилистых трассах, только где ко всему прочему добавили возможность изменения гравитации, когда наш байк может примагничиваться к потолку для прохождения уровня, не считая реалистичной физики с приятным управлением. 18 место The Baby in Yellow. Фактически об этой игре я уже рассказываю не первый раз, но оказывается при 50 мультовых скачиваниях о ней многие еще не знают, чего уж там даже я недавно обнаружил этот порт с ПК, ведь изначально история демонического младенца появилась как демка на ПК, но со временем переросла в полноценную игру, где мы выступаем в роли няньки у, вероятно, ребенка с сатаны, учитывая, что он может телепортироваться, летать, создавать портал в ад и много чего еще, что в формате интерактивного приключения постоянно держит в интриге и напряжении, ведь одно неловкое движение и на рестарт. 17 место Hikewatcher. Очередной эксклюзив Netflix, правда, который опять уже взломали, а он при этом даже на ПК еще не вышел, а на смартфонах уже можно погрузиться в очередной апокалипсис, устроенный людьми, где по традиции богатые пытаются свалить с разрушенной планеты на другую, оставив за собой обычных работяг загребать проблемы. Ну а эту игру делали, видимо, коммунисты, так что нужно захватить их ракету и свинтить с планеты самим, устроив революцию, оставив толстосумов позади, чем мы и будем заниматься в необычной графике. 16 место Mini Inno Mo.
В топе уже была игра, где нужно было управлять за двух персонажей, только если там это приходилось делать одновременно, здесь можно переключаться между ними, чтобы поэтапно решать платформенные головоломки для продвижения дальше. Интересно, что у каждого героя есть свои уникальные способности, только объединив которые удастся пройти некоторые уровни, что в целом подходит под понимание время убивалки, но в которой качественная ручная анимация, веселые герои и вариативные уровни. 15 место Ship Simulator. Может, кто-то помнит, еще давным-давно была такая игра, как Hill Climb Racing, стилистику которой мне напомнила эта игра. Только если там нужно было проехать как можно дальше на машине, подбирая по пути бензин, то здесь транспорт уже водный, с куда более глубокими механиками. Когда сперва нужно загрузить баржу разным грузом для постройки атомной станции, встать у штурвала буксира и притаранить груз так, чтобы по итогу не порвать крепление и ничего не потерять, а это не так-то уж и легко. 14 место Friendbow. Несмотря на то, что здесь мы играем за маленькую девочку, история, как и все вокруг, тут совсем не детская. Начинается все с того, что Френ, главная героиня, обнаруживает своих родителей убитыми, из-за чего попадает в психиатрическую лечебницу, где ей, конечно же, не помогают, но где она видит сон, который заставляет ее сбежать и вернуться назад, дабы как найти своего кота, так и разузнать страшную тайну. Немного напоминает сюжет Алисы в стране чудес на ПК, но здесь в жанре point-and-click квеста с действительно интересными головоломками и жуткой атмосферой. 13 место Одмар. Те, кто смотрит мои видео давно, знают, что я люблю разную необычную графику в играх, по типу рисованной или пиксельной. А эта игра относится к первым, и именно за счет графики я обратил на нее свое внимание. Суть же здесь строится вокруг викингов и их мифологии. Нам под управление вручают викинга, который жаждет заполучить свое место в Вальгалле, и для этого нам придется проходить разные уровни, решать интересные и не очень сложные головоломки, ведь он объелся грибов и теперь стремится спасти мир. Вот он, герой, которого заслужил наш мир. 12 место Counter-Spy. И хотя сейчас многие фанаты Соньки хейтят компании за решение портировать свои эксклюзивы со временем на ПК, походу немногие знают, что компания уже давно этим промышляет, и не только на ПК, но были времена, когда игры выходили и на смартфоны. Например, как этот стелс-экшен с видом сбоку, где в роли агента самой секретной в мире организации нужно предотвратить запуск ракет для приземления Луны. Проще говоря, не допустить, чтобы ее сбили. 11 место Happy Game. Несмотря на то, что я большой фанат игр от Amanita Design, момент, когда они выпустили эту игру на смартфоны, как-то пропустил. Кстати, да, это еще один официальный порт игры с ПК, что еще раз доказывает, насколько мобильный рынок развивается, учитывая, сколько сюда переносят игр как разработчики, так и фанаты. Вообще, кстати, недавно даже вышел отдельный топ с портированными играми, если интересно, ссылка на него есть в описании. Так вот, это психоделический приключенческий хоррор в жанре квеста, где даже несмотря на кажущийся детский визуал, предстоит отрывать бошки врагам, выкалывать глаза и прочее вместе с решением головоломок. 10 место Lost in Play. И говоря о портах с ПК, не могу не упомянуть об этой игре, о которой я и так недавно рассказывал в топе новинок, но, как по мне, она достойна еще одного упоминания, еще и в столь масштабной подборке, как минимум за счет рисованной графики, вдохновленной Gravity Falls, а как максимум сказочному сюжету, где нужно проходить фантазии брата с сестрой, для чего предстоит полетать на драконе, сыграть с гоблином в карты, вытащить меч короля Артура из скалы и многое другое, что все вместе действительно увлекает. 9 место Shadowmatic. Если у вас с фантазией все отлично, можно попробовать собрать из разных ерундовин некую тень, подходящую под тематику комнаты. Что, наверное, звучит странно и не очень интересно, но на деле я залип как маленький ребенок. И ограничение в 14 бесплатных уровней мне никак не помешало, ведь при желании ее можно как скачать бесплатно, так и купить, дабы немного напрячь ассоциативную часть мозга, выискивая походящую хоть на что-то тень. 8 место Moncage. Несмотря на то, что об этой игре я уже рассказывал ранее, решил еще раз перепройти после просмотра фильма «Все везде и сразу» с мультивселенными, ведь геймплей здесь строится на нечто подобном, где мы должны вращать кубом таким образом, чтобы из разных граней сопоставить какой-то предмет, который в свою очередь запустит череду событий в своем мире и приведет к новым изменениям. Что звучит и играется крайне просто, но стоит только попробовать, как можно провалиться, словно в другую вселенную, изучая окружение на предмет схожих элементов. 7 место Хаак. Об этой игре я также некогда уже рассказывал, но все равно решил вспомнить по нескольким причинам. Первое — это официальный порт с ПК, чем сейчас уже никого не удивишь. Второе — в стилистике постапокалиптичного платформера с примесью метроидвании, за счет чего каждое прохождение будет уникальным, постоянно открывая новые проходы, секреты и даже целые локации, которые предстоит посещать в поисках брата главного героя, параллельно сражаясь с врагами, и все это сдобрено сайд-квестами, игровым хабом и отличной атмосферой.
Шестое место The Garden Between. Приключенческая пазл-головоломка с трогательным и интересным сюжетом, приятной рисованной графикой и анимациями, а также незаурядной задумкой, где главные герои попадают в чудный мир воспоминаний, где время можно перематывать, и им придется управлять для решения разных задачек. В общем, это не просто игра, а маленький шедевр, обладающий своей непередаваемой атмосферой, антуражем, глубиной и механиками, которые заставляют задуматься. Пятое место 12 Minutes. И да, это еще один порт с ПК, которым уже никого не удивишь, и даже такой нашумевший некоторое время назад игрой, как эта. Однако интересно другое, дабы сыграть в нее нужна подписка Netflix или взломанная версия в формате АПК, ведь здесь мы попадаем во временную петлю в одной лишь замкнутой комнате, где персонажа постоянно убивают, так что, возвращаясь вновь и вновь назад, нужно использовать добытые знания ранее, чтобы выбраться из этого кошмара, что сделать не так-то и просто, но очень интересно. Четвертое место Down in Bermuda. Некогда эксклюзив iOS с недавнего времени доступен и на Android, правда в платном варианте, но, как и говорил в начале, интернет подскажет, где искать бесплатно. Так вот, это приключение пилота, потерпевшего крушение у Бермудских островов, и теперь, чтобы не просто выбраться, а хотя бы выжить, ему нужно решать самые разные головоломки в приятной рисованной графике, которые помогут разобраться с временным пузырем и сбежать из этого таинственного острова, который населяет странные существа. Третье место Layers Horizon. Здесь предстоит просто летать, покоряя все новые способности, параллельно исследуя обширный мир. Звучит, может, и не очень интересно, но стоит только сыграть и отлипнуть будет невероятно сложно. Ведь, во-первых, локации изобилуют разнообразием, на которых предстоит также выполнять более 50 миссий со сбором 100 коллекционных предметов. И это с учетом неперегруженного управления, что со свистом ветра в ушах и другими звуками позволяет отвлечься от ежедневной рутины, медитативно проводя время. Второе место Very Samantha. Хороших игр много не бывает, а потому сегодня еще раз предлагаю вспомнить про довольно необычный платформер, который вышел относительно недавно. И необычный он как потому, что визуально выполнен в виде некого текстиля, так и играем мы еще и за кусок ткани, отправившегося на поиски своей возлюбленной. Звучит необычно, хотя геймплей на это типичный платформер с движущимися элементами, ловушками и даже интересными головоломками, за счет чего игра и увлекает. Первое место Lumino City. Ну и как всегда говорю, финальная игра не значит, что лучшая, ведь места в топе лишь для нумерации. Это просто годная адвенчура с весьма уникальным визуалом, сделанным вручную из бумаги, а после оцифрованным, куда добавили героиню, трогательные истории и просто интересные квесты, встречающиеся на пути исследования города, что в этой игре и цепляет, заставляя пройти до конца. Но как большая часть этого топа, она платная, ведь за хорошие игры приходится платить. Но в интернете можно найти бесплатную версию. Безусловно, это далеко не все крутые оффлайновые игры на смартфоны, поэтому если вы поддержите это видео своим лайком, я сделаю продолжение с еще 50 крутыми оффлайновыми играми. Ну а пока на этом все. Спасибо, что досмотрели, не забывайте подписываться на канал, и до встречи в новых или старых видео на канале.